Я был неделю назад именно на этой полянке. Один грибочек здесь нашел и все. А сегодня вот их сколько. Я в шоке. Какая красотища, а! Вот это да! Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня мы с вами идем за грибочками, а именно пойдем поищем лисичек. Ну а что найдем, естественно, увидим на протяжении видео. Так что, друзья, не забывайте подписываться на мой канал, и теперь пойдем прогуляемся. Ну что, друзья, лезу в такую гору, и вот она, наконец-таки, первая моя лисичка. Есть такая красотка. Ну, будем надеяться, что наверху, когда я заберусь, там они еще будут. А кто у нас здесь подспрятался? Давайте-ка мы посмотрим. Здесь, конечно же, такой слой листьев, что их практически не видно. Но они здесь попадаются. Вот такой еще один. Так. Продвигаемся дальше. Один за другим, глядишь, и насобираю. Так, ну что, друзья, я уже почти добрался до своей полянки. Но только здесь их не очень-то и густо. И они немного суховатые. Наверное, здесь дождя такого не было. Хотя здесь речка есть. Довольно-таки интересно. И балка сырая. Должны же быть. Ну, пока что вот так вот. 1-2 штучки попадается. Так что будем надеяться на лучший результат. Друзья, еще нашел несколько штучек. Очень маленьких. Но такие, что нам подойдут. Так, вот грядочка еще из 3 штучек. Так, значит, забираем. Все-таки прошел я немало. И будем надеяться, что здесь что-то еще будет. Сегодня у нас понедельник. После выходных обычно сложновато грибы найти. Но я надеюсь на лучшее. Так, ребята, я уже нашел первый грусть перечный. Вот он. Здесь в прошлом году, когда лисички закончились, здесь их было очень-очень много. Грядочка у нас все-таки продолжает нас радовать. Такие вариантики попадаются очень даже неплохие. Так что сейчас еще здесь походим, конечно же, как всегда. Координаты в эксклюзивных записях в моей группе ВКонтакте я оставлю. Ну а мы продолжаем с вами искать дальше лисичек. Вот признаки того, что все-таки здесь лисички собирают. Но если там их собрали, то почему же эти не собрали? А вот мы соберем. И смотрите, какие крупные, хорошие. Как вы понимаете, лисички практически никогда не бывают червивые. По крайней мере, я их не встречал червивыми, друзья. И вот здесь еще малыши. Сейчас бы дождь сюда хороший. Вот это пошло бы то, что нам надо. Так что надо еще выше забраться будет и посмотреть там, как обстоят дела. Ну что, друзья, как я всегда говорю, труд всегда вознаградится. Вот я шел куда-то в гору, лес. Фу, залез. И вот они, друзья, молоденькие грузди. Они здесь растут вперемешку с лисичками. Вот здесь усыпано все в груздях. Просто усыпано. Я сейчас наберу груздей. И я сейчас наберу лисичек. То есть, если что, я координаты, как говорил, оставлю. И получается, это все на одном склоне, на одной балке здесь. Я в прошлом году здесь мне повезло найти. Я и грузди собирал, и лисички я здесь, друзья, собирал. И в этом году, как вы прекрасно поняли, что мне повезло. Вот она, красота какая. Не найденная никем. Ну ничего. Я иногда могу и не успеть по всем своим местам проехаться, которые я знаю. Поэтому я и оставляю вам координаты, чтобы вы тоже мне помогали их собирать. Ну, конечно же, после меня в этой балке лисичек будет не очень густо. Ну, по крайней мере, как вы понимаете, размерчик у них такой, что их
никто не собирал и никто не знает эту нычку. По этому лесу очень-очень много балок таких. Это в балочке. И по этим всем, друзья, балкам, посмотрите, какая здесь красота. Вот такие слоя листьев, поэтому их и сложновато найти. И по этим балкам попадаются вот эти красавицы-грибочки. Во какая лисица. Прям охотница. Вот вторая. Вот это да. Ну, шел, естественно, я вдоль реки. Шел, заглядывал по балкам. Ну, эта балка была у меня стопроцентная. Я знал, что здесь будут грибы. Через реку есть проходики такие, чтобы ноги не мочить по бревну. А изначально эта река впадает в шикарное озеро. Теперь мы с вами поразглядываем, естественно, грусть перечный, как он выглядит. При срезе с него выделяется сок. Руки после него будут очень горькие. Самое главное, когда вы собираете грузди, если у вас зачешется глаз, ни в коем случае не трогайте руками. Будет печь. Это грусть, который нужно вымачивать. Он горький. Но после трехдневной вымочки, я так скажу, вымачивания после трехдневного, конечно же, их потом нужно засолить. Подгнет, все как полагается. В интернете очень много всяких рецептов. Вы можете по своим вкусам добавить туда что хотите. И, конечно же, друзья, объедение обалденное. Ну, по крайней мере, я очень люблю грузди. Я люблю вот такие вот небольшого размерчика. Так, этот что-то он какой-то поеденный, нам не нужен. Вот такие небольшого размерчика. Я сейчас их здесь буду собирать. Почки сортирую. Опа, это у нас не грусть, это сыроежка. А вот, смотрите. Ух! Какая красотища, а! Вот это да! Вот это я понимаю, грибочки. Чик, чик. Сразу грядка. Друзья, короче говоря, у меня сегодня ведро груздей обеспечено. Насчет лисички я не обещаю, что где-то я пойду дальше. Но раз грусть есть, то можно, в принципе, дальше и не суетиться сильно. Ну ничего, если что, тогда вам достанутся лисички. Так, друзья, смотрите-ка, вот у меня несколько лисичек. Я их, естественно, срежу. Просто хочу вам показать, сколько здесь груздей. Это я уже вышел с той балки, иду в следующую. Просто заглянуть хочу. Вы посмотрите только. Здесь весь склон в груздях. Здесь их немерено. Они уже здесь давненько. Вон, смотрите, какие ряды, тянется вниз, тянется туда, сюда, везде. Груздей хватает. Опа-на! А там, наверное, вдалеке, посмотрите-ка, я засек лисичку. Сейчас я посмотрю, и вы тоже посмотрите. Да, я ее заметил. Видите, как издалека она видна? Благодаря ее шикарному цвету. Вот они. Так, ну что, приступим к сбору. Так, заберем вот эти и пойдем к тем. Те тоже заберем, если сейчас мы их найдем. Так что не зря я сюда шел. Идти, конечно же, не близко. Ух ты, какой пучок здесь. Кто-то срезал, бросил. Ну, мы его тоже заберем. Ой-ой-ой, что здесь творится? Просто мать царица. Вон сколько их. Я думаю, я, наверное, пару ведерок наберу груздей, и мне хватит. А вот, друзья, этот пучочек, смотрите, они чистенькие, хорошенькие, молоденькие. Опа-на! Так, сейчас это все
дело сделаем. Подсоберем их. Это просто обалдеть можно. Ну, сказать доволен, это можно сказать ничего. Ну, я, друзья, очень доволен сегодняшним сбором. Я уже доволен. Я еще их не собрал, но я уже очень-очень доволен. И здесь их хорошо. Хорошо. Вот такие вот. Вот такие вот чистейшие, белейшие, красивейшие груздики. Как они будут хрустеть у меня, когда я их сделаю. Конечно, возни с ними немало, но результат мне нравится. Здесь, конечно, есть кое-какие непонятки. Кто-то срезал 2 гриба, а вот это все поле здесь оставили с грибами. Может быть, кто-то не знал о том, что это за грибы, взял так на проверочку. Ну а вот здесь вот так вот их встречается, как вы видите, очень много таких маленьких. Именно как я люблю. Такие идеальные. Ой, красота какая. Все здесь просто бомба. Место бомба. Все, продолжим сборы, друзья. Ладно, давайте-ка я теперь пособираю. Если вдруг лисички найду, конечно же, еще вам покажу этих красоток. Ну и, естественно, в конце мой общий результат по сбору грибочков. Уже одно ведро полное с груздями. И здесь хочу отнести, пойти за другим ведерком сходить. А здесь у меня вот лисички попадаются. Обалдеть можно. Я пришел удачненько. Друзья, а вот и лисичек грядку я нашел. Так. Вот они везде здесь попадаются такими хорошими грядочками. Вот так вот уже чуть-чуть подбавляется. Это еще не все. Вот еще они здесь. Да, я думаю, что ведерко лисичек я все-таки поднаберу сегодня. Так, еще небольшая кучечка подбавилась. Вот он, рядочек начинается. Вот они все эти лисичечки идут. Так, вот они еще здесь идут. Так, теперь это чуть-чуть пройдем вот сюда. Вот рядочек продолжается. Дальше мы с вами идем совсем чуть-чуть. И вот оно, небольшое поле лисичек. Все, друзья, ведерко уже будет. Вот они еще здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как вам здесь? Хотя я был неделю назад именно на этой полянке. Один грибочек здесь нашел и все. А сегодня вот их сколько. Я в шоке. Так, друзья, я уже пришел к машине. Здесь, как вы видите, в лесу вот такая вот дорога. Немножко совсем тут грязновато. И вот дорога в лес пошла. Здесь, кстати, очень даже удобное место, чтобы припарковать машину. Ну, если вдруг вы не на внедорожнике. На внедорожнике можно проехать очень далеко. Ну, там, правда, по реке придется ехать, как вы понимаете. Ну, немножко грязновато, может быть. Но проехать можно. Я там следы видел. Ну, я оставляю машину здесь. Я по лесу не езжу, потому что можно здесь и пройтись. Ну, а вот так вот здесь все выглядит. Теперь посмотрим, сколько я набрал грибочков. Какой у меня улов. Как вы сами видите, 3 ведерка грибочков. 2 ведерка груздей, шикарных, молодых. Я здоровые не брал, оставил. Я брал именно такой вот этот размерчик, чтобы молоденькие, хорошенькие были. Все беленькие, чистенькие, красивенькие, просто идеальные. И вот ведерко, друзья, лисичек.
Из-за того, что гремит, мне пришлось убегать. Я не дошел до того места, куда хотел. Но я все равно очень и очень доволен, сколько я насобирал. Ну, вы сами прекрасно понимаете, в Симферопольском районе не так уж и густо лисичек. Это я в Мраморном нахожусь. Ну что, друзья, я, конечно же, сегодняшним результатом по сбору грибов очень доволен. Грибов завались просто в лесу. Мне пришлось срочно убегать, потому что что-то гремит, небо затягивает. Может, слышно будет вам? Ну, что-то гремит. Скорее всего, здесь будет дождь. Так что, друзья, всем добра и мира, полных корзин, здоровья и, друзья, конечно же, до встречи в новых видео. Всем пока!